Всем привет! Добро пожаловать на канал Magic of Editing. Это 9-я часть изучения программы Blender 3D. В прошлой части я рассказал про ее развертку. Переходи по этой подсказке, если не смотрел прошлое видео. А также переходи на мой Discord сервер, ссылка в описании. В этой части я расскажу про создание анимации. Обязательно подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новую часть изучения Blender. А также напиши комментарий. Вы можете увидеть, что я нажимаю в левом нижнем углу. Итак, давайте начнем. Для того, чтобы создать самую простую анимацию, нужна шкала времени. По умолчанию она находится снизу. Для того, чтобы заставить двигаться этот кубик, нам нужно не только знать, где находится шкала времени, но и знать, что такое ключевые кадры. С помощью ключевых кадров проставляются ключевые точки, с помощью которых эти самые анимации просчитываются. Без них ни в одной программе вы не сможете сделать анимацию. Вы можете работать во вкладке Layout, но также в Blender есть более подходящая вкладка. Я буду работать именно в ней. Также давайте сразу расскажу про настройки анимации. Переходим во вкладку Output Properties. Здесь мы можем поменять FPS анимации, то есть указать, насколько будет плавная анимация. Советую сразу при создании проекта определиться с этим значением, чтобы потом не было проблем. Также здесь или здесь можно изменить длительность таймлайна. Я поставлю 100 кадров. Итак, чтобы заставить двигаться этот кубик, нужно сначала выставить кадр, на котором я поставлю keyframe. Нажав I, появляется меню, в котором доступно много вариантов. Location фиксирует только местоположение объекта. Rotation фиксирует только поворот объекта. Scale фиксирует только размер объекта. Location and Rotation фиксирует и местоположение, и поворот объекта. Location, Rotation and Scale фиксирует все физические изменения объекта. Location and Scale фиксирует и местоположение объекта, и его размеры. Rotation and Scale фиксирует поворот и размер объекта. Это самые часто используемые кейфреймы. Про все остальные пункты мы поговорим в будущем. Итак, чтобы проиграть анимацию, можно либо использовать Space на клавиатуре, либо нажать здесь. Как видите, Blender создает автоматически промежуточные кадры, используя созданные мной ключевые кадры. Но если вы после проделанных действий с объектом забудете поставить ключевой кадр, то все, что вы сделали, не сохранится. Также ключевые кадры можно двигать вручную. Чтобы изменить плавность движения, нужно выделить нужные вам кейфреймы и нажать T. Появляется окошечко с разными видами интерполяции. Рядом с кнопкой запуска анимации есть несколько полезных кнопок. Слева от запуска анимации есть вторая кнопка запуска. Но нажав на нее, мы увидим анимацию задом наперед. Следующая после нее отвечает за перематывание анимации к ближайшему кейфрейму, вправо и слева. Самые крайние кнопки отвечают за перемотку анимации к началу и к концу. Чтобы создать бесконечную анимацию, нужно скопировать первый ключевой кадр в конце анимации. Чем больше расстояние между ключевыми кадрами, тем медленнее будет воспроизводиться анимация. Также существует еще один способ создания кейфреймов. Нужно перейти во вкладку Object Properties и навестись либо на положение, либо на поворот, либо на размер объекта и нажать на I. К сведению, в Blender можно анимировать почти все что угодно. Цвет, смену материала, угол обзора камеры, яркость свечения источника света и многое другое. Это самое основное, что нужно знать. Что такое скелетная анимация? Например, у игрового персонажа, как и у настоящего человека, есть скелет, и каждая его косточка привязана к полигонам, которые обозначаются весом. Это градиент от синего до красного, который обозначает, с какой силой взаимодействует кость на полигон. Чтобы создать анимацию персонажа, можно либо создать вручную скелет и анимировать каждую его кость по отдельности, но это очень сложно, либо скачать готовую анимацию с сайта Mixamo. Для начала нужно подготовить персонажа, поставив его в T-позу и применить у него местоположение, поворот и размер, чтобы в дальнейшем не было проблем. Далее переходим по ссылке из описания и попадаем на сайт Mixamo. Далее нужно загрузить персонажа на сайт. После успешной загрузки модели вылезет окошко, где нужно указать, где у персонажа подбородок, кисти, локти, колени и пах. После этого сайт автоматически создаст скелет, но не всегда корректно. После этого нужно скачать либо персонажа со скелетом, либо без персонажа. Если вам не требуется несколько анимаций в одном проекте, то можно скачать скелет с персонажем. Ты огромный молодец, что досмотрел видео до конца. И напиши комментарий, как тебе мое новое видео. Также, если будут вопросы, переходи на мой Discord сервер, ссылка в описании. Если ты не смотрел мои прошлые туториалы, то переходи по этой подсказке, эти видео тебе точно помогут разобраться в Blender 3D. В этой части я рассказал про основы анимации и как она создается в Blender. В следующем видео я расскажу, как создать приятное освещение с помощью источников света. До новых встреч!